Ребят, всем привет! Сегодня в выпуске на шумоизоляции очередной Renault Arcana. На этом автомобиле мы будем делать шумоизоляцию крыши, пола и багажника. В этом выпуске будет шумоизоляция багажника, я постараюсь вам, как всегда, все подробно рассказать, показать и дать максимум полезной информации. Поэтому вам приятного просмотра, я начинаю разбирать багажник. Ребят, после того, как освободили багажник, снимаем центральную накладку. Она крепится только на пистонах, поэтому ее нужно аккуратно подцепить и потянуть вверх. Для этого можно использовать вот такой ремувер. После того, как отщелкнули все пистоны, просто берем накладку, поднимаем ее вверх. Вот так выглядит накладка с внутренней стороны. У нас здесь 4 пистона, 2 вот такие направляющие по краям и несколько вот таких ограничителей. А также на накладке смонтирован штатный войлочный шумопоглотитель, что очень неплохо. Но дальше нам нужно снять задний диван вместе со спинками. Сначала снимаем спинки заднего дивана, потом уже снимаем сидушку. Для того, чтобы снять спинку, для начала нужно открыть вот эту пластиковую накладку. Для этого используем вот такой тонкий металлический ремувер. Аккуратно вставляем ремувер вот таким образом и отгибаем накладку. Когда она немножко щелкнется, дальше можно уже работать руками. Просто тянем накладку, выщелкиваем ее со всех креплений. Вот в этом месте есть крепление, которое никак не хочет выходить вот из этого пластика, потому что она двигается вместе вот с этим пластиком. Поэтому берем вот такой ремувер, вставляем его вот сюда и отгибаем накладку. Все, накладку выщелкнули, просто поднимаем ее вверх. Смотрим на ее крепление, это у нас верхняя часть накладки. Здесь есть пластиковая защелка, есть направляющая, есть металлическая защелка. В средней части и снизу также у нас по левой стороне накладки есть 2 пластиковых защелки, по правой 2 металлических защелки. Дальше мы берем головку на 16 мм и откручиваем 2 гайки, которые находятся вот в этом месте под накладкой, которую мы только что сняли. Первая гайка и вторая гайка. Затем опускаем спинку заднего сиденья. Когда спинка опустится, вытаскиваем вот этот металлический кронштейн вперед и тянем спинку сиденья на себя, немножко ее раскачивая. Спинку из крепления вытащили, точнее вытащили спинку вместе с креплением, сейчас я вам его покажу. Есть еще один момент, когда вот этот металлический кронштейн скинете со шпилек, вот так его разверните, чтобы ничего не поцарапать, когда будете вытаскивать сиденье. Когда будете двигать сиденье вверх-вниз, чтобы вытащить вон с того крепления его, держите вот так этот металлический кронштейн, чтобы ничего не поцарапать. Но вот так выглядит крепление с другой стороны спинки. Оно, кстати, входит прямо в другую спинку, поэтому эта спинка снимется проще. И теперь, чтобы достать вот эту спинку из салона, нам нужно открутить еще одну гайку. Она находится вот в этом месте и крепит центральный ремень безопасности, который встроен в спинку заднего дивана. Поэтому берем головку на 16, откручиваем эту гайку, продеваем ремень безопасности через сидушку заднего дивана, и только потом можно будет доставать спинку сиденья из салона. Теперь полностью аналогично снимаем вторую спинку. А затем снимаем сидушку заднего дивана. Просовываем руку вот в это место и просто аккуратно тянем сидушку вверх. То же самое делаем с противоположной стороны. Дальше откручиваем болт на 16, который крепит ремни безопасности. Вот этот болт у нас остается на ремнях безопасности, снимать его не нужно. Затем просто поднимаем заднюю часть сидушки, наклоняем ее и вытаскиваем с передних направляющих. Вот те самые направляющие, хитрого в них ничего нет, просто вот этот крючок фиксирует сиденье в кузове. И заходит он вот сюда. Здесь у нас наклеен какой-то скотч. Дальше по багажнику нам осталось снять боковины. Для этого берем звездочку Torx T20 и выкручиваем 2 самореза. Первый саморез и второй саморез. Вот такие здесь небольшие саморезы. Дальше снимаем вот эту пластиковую накладку, цепляем накладку с нижней части. Затем берем тонкий металлический ремувер. Ребят, проще вот эту накладку будет снять вместе вот с этой накладкой. Поэтому сейчас переходим к этой накладке, снимаем ее. Для этого убираем уплотнительную резинку проема двери. Вот до этого места. Берем вот такой большой пластиковый ремувер и с нижней части накладки начинаем ее отщелкивать. Вот в эту щель, кстати, четко видно, где находятся пистоны. Просто упираете ремувер в пистон и отгибаете его. Переходим к верхней части этой накладки. Вот в этом месте у нас находится направляющая, а сверху остались только пластиковые защелки. Поэтому отщелкиваем пластиковые защелки и убираем всю эту конструкцию. Кстати, ребят, чуть не забыл, пока не сняли эту накладку, нужно еще открутить болт, который крепит ремень безопасности. Он у нас на 16. Чтобы потом вот этот ремень безопасности можно было просунуть вот сюда и вытащить эту накладку из салона. Здесь болт из ремня уже вынимается. Защелки очень жесткие, поэтому сейчас поставлю камеру на штатив и буду снимать эту накладку 2 руками. Накладку сняли, теперь смотрим на ее крепление.
Это накладка, которая находится в передней части. По низу получается 3 пистона, раз, два, три. По верхней части одна направляющая и 3 защелки, раз, два, три. Накладки между собой крепятся еще вот в этом месте, можно их сейчас разъединить, чтобы проще было потом все это устанавливать. Одной рукой сделать это не получается, но я их потом разъединю. Накладка, которая стояла в багажнике, у нас крепится на 2 самореза, первый, второй. Второй, кстати, проходит сразу через 2 накладки. Также есть одна направляющая и несколько защелок, раз, два, три, 4. И, кстати, где-то вот в этом месте еще что-то брякает, скорее всего, это либо проводка, либо блок парктроников. Ребят, разъединил накладки. Ремень безопасности, кстати, можно было не откручивать, можно было просто продеть его вот сюда. Здесь есть специальная щель. Так что сейчас ремень безопасности я закручу обратно. Ну и как обычно дребезжащие пистоны. Весь этот пластик, конечно же, будет обрабатываться антискрипом. Возвращаемся к нашей обшивке. Нам осталось вытащить одну клипсу в верхней части. Для этого нам понадобится вот такой ремувер. Находится она вот в этом месте. Просто подсовываем под нее ремувер и вытаскиваем ее. Вот такое здесь крепление. И еще один грибок находится по центру обшивки. Чтобы его снять, нужно просто выкрутить его руками. Ребят, также еще 2 клипсы находятся вот в этом месте. Вот здесь первая, вот здесь вторая. Они находятся вот здесь в небольшом углублении, их плохо видно, но я думаю, поймете, где они находятся. Достаются также все тем же ремувером. Первая и вторая. И штатной шумоизоляции на обшивках у нас находится войлок. Войлок, кстати, довольно толстый, толщиной примерно 1 см, но не плотный. Левая обшивка багажника снимается полностью аналогично, точно так же, как и правая. За тем исключением, что на ней установлена подсветка багажника, и, соответственно, с нее нужно будет отсоединить еще разъем. Чтобы вытащить вот этот фонарик, нужно взять тонкий ремувер, аккуратно подлезть вот сюда, вот в это место. Тут есть фиксатор, надавить на него и потянуть фонарик. Затем отсоединить его разъем. Фиксатор у разъема находится вот в этом месте. Нужно на него надавить и просто потянуть его в сторону. Так, одной рукой сделать это не получается. Я сейчас поставлю камеру на штатив. Буду все это разбирать. С фонариком, думаю, у вас проблем не возникнет. На задней левой обшивке у нас примерно такое же количество войлока. Ну что, ребят, багажник разобран. Ничего вам, кстати, это не напоминает? Ни на что не похоже? Как по мне, то это очень похоже на Lada X-Ray. Такой же багажник, только, грубо говоря, в 2 раза больше. Очень маленькие окошки, чтобы залезть в крыло и там все проклеить. Ну и количество штатной шумовиброизоляции просто поражает. Ее практически здесь нет. Есть по 2 кусочка виброизоляции на арках, первый и второй. И, собственно говоря, вот такое количество виброизоляции вообще на весь багажник. Этого реально очень мало. Клиент, кстати, говорю, что что-то скрипит в задней правой части багажника, и я нашел, что тут скрипит и брякает. Просто послушайте это. Такие звуки издает вот эта металлическая пластинка. Она просто тут болтается. Честно говоря, непонятно пока ее предназначение. Когда будем клеить крышу, я обязательно все вот это разберу и обязательно посмотрю, почему она брякает. Но пока вот так. Причем с левой стороны таких звуков нет. Все четко. И сама пластина металлическая, даже когда ее трогаешь, тоже не издает никаких звуков и сидит плотно. Вот в этом месте у нас находится нештатная проводка, здесь устанавливались парктроники, и это проводка от парктроников. Она зафиксирована пластиковой стяжкой и в принципе неплохо держится и не должна издавать никаких звуков. Но вот таким образом осуществлен вывод проводки на парктронике. Вот здесь стоит пластиковая заглушка, в ней просверлили дырку, просунули туда провода и зафиксировали сверху вот таким пистоном. Воды здесь пока нет, видимо, или работы производили не так давно, либо все-таки залили там герметиком, в чем я сомневаюсь. Но когда буду делать шумоизоляцию багажника, вытащу вот этот пистон, залью там все герметиком и поставлю его обратно, чтобы вот через это отверстие вода в салон точно не попадала. Но по багажнику осталось снять обшивку крышки багажника, чем мы сейчас займемся. Здесь у нас 3 самореза Torx 120. Вот здесь находится первый саморез, в противоположном углу второй саморез, и в районе ручки закрывания багажника 3-й саморез. Откручиваем саморезы и просто сдергиваем обшивку с пистонов. Сняли обшивку, здесь у нас из допов также установлена камера заднего вида, и проводка немножко, конечно, брякает. Все это нужно будет обрабатывать антискрипом. По самой обшивке крышки багажника и штатной шумоизоляции у нас войлок, и на самом деле его очень много, что очень хорошо в плане шумоизоляции. На обшивке у нас также есть 7 пистонов, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, а также несколько направляющих. У заднего стекла обшивка фиксируется на металлических защелках. Вот эта пластиковая защелка, она входит в металлическую. Вот в такую металлическую защелку. Ну что, ребят, багажник мы разобрали. Камера сейчас справится на зарядку. Пока заряжается камера, я обезжирю багажник, подготовлю его к шумоизоляции. Возможно, еще сделаю антискрип по пластику. Затем расскажу вам про материалы, которыми будет обрабатываться багажник, и начнем клеить.
Ребят, багажник полностью подготовил, обезжирил. Для обезжиривания, как обычно, использовал вот такой универсальный обезжириватель. Проклеил весь пластик антискрипом, обшивка будет еще обрабатываться виброизоляцией и шумопоглотителем, но антискрип уже наклеен. Посадочные места по периметру, управляющие, под пистоны именно на обшивку багажника клеить ничего не стал, потому что они сидят очень жестко. По обшивке обработаны, соответственно, все места, которые соприкасаются с металлом. Также закончил обработку остального пластика. Все как обычно обрабатываются защелки, крепления, посадочные места. Это у нас боковины, и они уже тоже обработаны антискрипом. Защелки, посадочные места. Это у нас нижний пластик боковин. Здесь уже под пистон наклеен антискрип, потому что пистоны брякали. Все остальное, что нужно, также обработано антискрипом. В общем, по пластику вопрос с багажником полностью решили. Также в антискрип я еще замотал вот эту нештатную проводку, которая не была обработана антискрипом. Вот эта штатная проводка обработана антискрипом с завода. А здесь к штатной проводке была примотана нештатная, которая шла на камеру. И она не была уже обработана ничем. Также антискрипом обработаны фиксаторы проводки, и они теперь не брякают. И в принципе по крышке багажника с антискрипом тоже закончено. В левом крыле, в том месте, где у нас проходит нештатная проводка, тоже все замазал герметиком, чтобы ничего не подтекало. В принципе по антискрипу все, можно клеить багажник, сейчас я вам расскажу про материал. Багажник будет клеиться в комплексе комфорт, здесь используются материалы без логотипа. Всего будет использовано 5 материалов плюс антискрип. По полу багажника и по задним аркам будет виброизоляция толщиной 4 мм, в задних крыльях будет виброизоляция толщиной 3 мм. На крышке багажника будет виброизоляция толщиной 2 мм. Также виброизоляция 2 мм будет вот в этих местах, потому что здесь очень звонкий металл. Листы виброизоляции у нас размером 50 на 70 см. В качестве шумоизолирующего, шумопоглощающего материала будет использоваться бибетон из пененной резины толщиной 6 мм. Спененную резину будем монтировать вторым слоем в крыле и в нишу запасного колеса. Именно на сам пол ниши запасного колеса. Бибетон же мы будем клеить на весь основной пол, на арки и на обшивку крышки багажника. Размеры этих листов метр на 75 см, но сколько уйдет материала, вы узнаете в конце ролика. Но я хочу вам напомнить, что никакие материалы для шумоизоляции я не рекламирую. Но какими материалами будете работать вы, решать только вам. Листы виброизоляции толщиной 4 мм я нарезал на вот такие элементы. Один лист разрезается на 4 части, потому что такими небольшими листами удобнее клеить такую площадь вот типа багажника. Из инструмента я буду использовать злой перекаточный ролик шириной 25 мм. Злой, потому что здесь вот такие грубые насечки. Ножи для нарезки виброизоляции. И лопаточку, чтобы проглаживать виброизоляцию в труднодоступных местах. Погнали клеить! Так, ребят, заклеил часть багажника, камеру сейчас поставлю на зарядку, доклею остальной багажник, это арки, крылья, крышка багажника. Затем вам все покажу и будем клеить второй слой. Багажник доклеил, пойдемте смотреть. Пол виброизоляции 4 мм, арки виброизоляции 4 мм, внутри крыльев виброизоляция 3 мм, здесь 2 мм. Плохо видно, но крылья внутри тоже проклеены. С правой стороны все аналогично. Передняя часть арок тоже проклеена. Багажник у нас заканчивается вот здесь. Все, что дальше, это уже пол салона, он будет клеиться другим материалом. Ну и, соответственно, вторая арка. Виброизоляцию я уже обезжирил, подготовил к нанесению второго слоя. Сейчас будем клеить второй слой. Крышка багажника также уже проклеена виброизоляцией, на нее смонтирована 2-мм виброизоляция. Клеим второй слой, частично собираем багажник. Частично, потому что еще будет шумоизоляция крыши. Вообще правильнее было бы начать с шумоизоляции крыши, а потом уже всего остального. Потому что сейчас придется снимать крышу, а потом уже полностью собирать багажник. Потому что, чтобы снять верхние обшивки стоек, что задние, что передние, нужно сначала снять нижние обшивки стоек. То есть, грубо говоря, салон разбирается снизу вверх. Снимаем сначала нижние обшивки, потом верхние обшивки. Потом уже достаем крышу. То есть, если вы планируете делать сразу полную шумоизоляцию, то вам, конечно же, лучше будет начать со снятия обшивки крыши. Потому что это все равно вы будете все разбирать, чтобы зашумить багажник и пол. Разбирайте все боковины, снимайте задние и средние стойки, вытаскиваете обшивку крыши. Потом ставите обшивку крыши на место, и можно уже будет поставить верхние обшивки стоек. А потом уже спокойно заниматься багажником и полом. В общем, так было бы проще, но я почему-то начал с багажника. В общем, в следующей серии сделаю все-таки не пол, а крышу, чтобы можно было потом закинуть крышу на место и собрать полностью багажник вместе с крышей. Ну а теперь приступаем к монтажу второго слоя на багажник. Шумоизоляция багажника практически закончена, осталось проклеить только обшивку крышки багажника. И вот что у нас получилось. В крыльях наклеен комфорт 6, на полу комфорт 6, все остальное бибетон 4 мм. Сейчас клеим крышку и собираем багажник. Теперь собираем багажник настолько, насколько это возможно, и шумоизоляция багажника будет закончена. Но полная сборка багажника будет в одном из следующих видео.
Ребят, на этом ролик по шумоизоляции багажника Renault Arcana подходит к концу. Что касается расхода материала, то на багажник ушло 6,5 листов виброизоляции толщиной 4 мм, 1 лист виброизоляции толщиной 3 мм и 2 листа виброизоляции толщиной 2 мм. Также 1 лист пененной резины толщиной 6 мм и 3 листа бибетона толщиной 4 мм. Вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Напишите в комментариях, какой именно автомобиль вы бы хотели увидеть на шумоизоляции. Если у вас остались еще какие-то вопросы по шумоизоляции багажника на Renault Arcana, то также обязательно пишите их в комментариях. Ну а я сейчас буду снимать обшивку крыши на этом автомобиле. И это значит, что следующий ролик будет о шумоизоляции крыши на Renault Arcana. До новых выпусков, всем пока!